Теперь, вот иногда говорят, то, о чем мы говорим, это некая такая патриотическая вещь. Это реалистическая вещь. То есть мы говорим о абсолютно стандартных взаимоотношениях между государствами и нациями, суть которых — это мировая конкурентная борьба. Об этом говорил и президент в Краснодаре подробно. То есть тысячи лет весь мир, государства, нации конкурируют между собой. И Россия, конечно, была очень серьезным конкурентом для других наций. Одно то, что в России в 17 году жил каждый седьмой житель планеты, уже говорит о том, что это была величайшая культура, конкурентная во всех отношениях, но имеющих слабые места, мы о них сейчас скажем. И если бы это сохранилось, вот эта конкурентная позиция Российской Федерации, то есть если бы она не проиграла в 2017 году в результате аналогичных событий, которые имели место и в 1991, то есть слабость определенной вертикали власти, возможность конкурента, врага, в данном случае англичан, в 2017 году повлиять на верхнюю систему управления. Так убить царя, например, как это тоже иногда делалось, то мы бы сейчас имели в Российской Федерации население больше миллиарда граждан. Вы просто сравните. Каждый седьмой, если бы жил сейчас в России, это больше миллиарда. То есть почему произошло вот этот сбой? Почему мы частично потеряли поражение? Потому что в исторической конкурентной борьбе, в которой сотни лет, ну, с теми же английской и британской империей, Россия воевала и конкурировала лет 400. Противник нас хорошо расшифровал, узнал наши слабые и сильные стороны. Сильная сторона — это, конечно, героизм и сплоченность русского, российского народа и народов, потому что русский народ есть совокупность множества этносов, как единое пространство культурное. А с другой стороны, слабые стороны. Слабые стороны — это, конечно, вертикаль власти. Именно поэтому англичане очень часто стояли за заговорами против русских царей. Ну, например, Павел. Россия участвовала в континентальной блокаде Англии, фактически в войне с Англией, на стороне Наполеона. И для того, чтобы победить Россию, англичане военным путем не могли бы, конечно, ничего сделать. Против русской армии английская армия никак не могла потянуть то, что называется. Поэтому был использован заговор, и убили Павла. В результате русские дивизии, которые уже шли к Индии, казачьей части, они развернулись и вернулись в Россию, и в дальнейшем Россия вступила в войну с Наполеоном, уже с новым императором. Это опыт удавшейся изменения стратегии государства путем убийства первых лиц этого государства, которые английские спецслужбы и английская дипломатия использовала всегда. И второй их удачный опыт — это, конечно, 17-й год, когда был заговор генералов, когда выбили крупнейшего тогда как бы формального союзника. Российская империя была формальным союзником англичан, но конкуренцию никто не отменял. Если бы по результатам Первой мировой войны Россия получила то, что она заслужила своей борьбой в составе мировой коалиции, то уже был бы и Константинополь российский, и другой бы статус российского государства. Я думаю, тогда бы жило не миллиард, как могло бы жить, если бы было там то, что было до 2013 года, а, наверное, жило бы уже миллиарда полтора-два. И вообще это была бы вообще другая наша страна, мы бы жили принципиально другой по силе, по возможностям, по масштабам стране. И англичанам удался этот заговор. Они сбросили царя, ввели так называемое временное правительство Керенского. Заговор был совместный и с американцами, которые где-то стояли на заднем плане. И дальше в заговоре участвовали уже и немцы, которые рассматривали эту как технологию выведения из войны своего успешного противника Российской империи во время Первой мировой войны. Отсюда уже и пломбированный вагон, и появление немецких денег, парус и все-все-все остальное. И в результатом этого 17 года было самое главное, был сброшен так называемый исторический опыт российского управления. И сделано это было по требованию англичан. Именно тогда Ленин провел так называемую линию на федеративное устройство, которое России никогда не существовало, и который изменил ее первый раз, ее систему управления. Эта система управления оказалась изменена, она перестала быть исторической, которую отрабатывали наши предки тысячелетиями, и это тут же сказалось негативно на конкурентных преимуществах России. Сталин, во времена Сталина, где-то в 1953 году, планировалось восстановить дореволюционное устройство федеративной Российской Федерации. Это планировалось сделать на съезде. Съезд
Ну, там Сталин то ли убили, то ли умер, и в результате это сделано не было. Дальше уже в 1991 году англичане, наверное, уж в 5-й раз использовали технологию. Только теперь они не стали убивать, как это они делали до царя, они провели своего агента Горбачева. Это технология политической борьбы. Тогда провели, естественно, Соединенные Штаты Америки, их союзники, используя английский опыт. Англия, напоминаю, союзник Соединенных Штатов Америки и фактически тоже встроена полностью в американский мир.